Hi-Fi звучание, система из 11-мм динамических драйверов плюс 6-мм твиттеры, поддержка кодека LDAC, настройка совместно с Dirac Audio, 6 микрофонов высокой четкости с технологией Clear Voice версии 2.0 и шумоподавление ветра версии 2.0, активное гибридное шумоподавление до 50 дБ с адаптивным режимом, полноценный мультипоинт до 2 устройств, пространственный аудиоэффект, интеграция с ChatGPT, защита по стандарту IP55, время автономной работы до 11 часов на одном заряде наушников и до 43 часов вместе с боксом. И это только небольшая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием CMF Buds Pro 2 by Nothing. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я вам, разумеется, сейчас расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в стандартно для CMF упаковке с изображением, названием и краткими характеристиками модели. Комплект поставки хороший, как и упаковка наушников. Зарядный бокс, сменные амбушюры, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и краткое руководство пользователя. Вес одного наушника 4,9 грамма, а вес бокса 46 граммов. Габариты бокса и наушников вы можете наблюдать на экране. Звуковод же овальной формы с выступом для удержания амбушюр, имеет обыкновенную сеточку и стандартные размеры. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Условия просты. Подписывайтесь на канал с колоколом, оставляете под любым из роликов осмысленные комментарии из 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указывайте свое имя в Телеграме. Можно русским, можно через пробелы. Подписывайтесь на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Начнем. Приобрести Buds Pro 2 можно в красно-оранжевой, черной, белой и синей расцветке, за что плюс, так как не всем нравятся стандартные расцветки, такие как черная и белая. Дизайн бокса схожий с моделью CMF Buds, такой же квадрат с колесиком, но вот если сравнить с Buds Pro, то бокс изменился кардинально. Колесико в данной модели выполнено по системе трещотки с дополнительным функционалом, о котором я расскажу позже. Отверстия для крепления шнурка в нем нет, как у прошлой модели, к слову. Сам бокс выполнен из пластика с покрытием, напоминающим Soft Touch. Бокс тактильно очень приятный. Сборка неплохая, но, к сожалению, у крышки в закрытом состоянии есть люфт. Из-за габаритов в кармане бокс слегка мешается, но не все так критично. Далее, на корпусе расположили разъем Type-C и LED-индикатор. Открыть одной рукой бокс можно, но не сказал бы, что просто. Крышка в открытом состоянии фиксируется, шарнир пластиковый, извлекать наушники из бокса удобно, как и устанавливать их обратно. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Внутри бокса есть два места под наушники с двумя контактами для зарядки, название компании и кнопка для сопряжения. Наушники в боксе не гуляют, вытряхнуть их с открытой крышкой бокса довольно просто, а с закрытой крышкой бокса вытряхнуть их практически невозможно. Переходим к наушникам. Выполнены наушники из глянцевого матового пластика, как и CMF Buds, что можно сказать и про дизайн. Посадка плотная, во время пробежки из ушей они не выпадают, что хорошо. При длительном использовании есть легкий дискомфорт. Наушники из ушей выпирают не сильно, и пассивная шумоизоляция, к слову, хорошая. Далее, на корпусе расположили по два контакта для зарядки, логотип, 6 микрофонов в общей сумме с технологией Clear Voice версии 2.0 и сенсорные области для управления. Из команд на борту: вызов голосового помощника, плей-пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, регулировка громкости, переключение между режимами шумоподавления. Ложных срабатываний у меня не было, но и одиночного тапа в данной модели нет. На команды наушники откликаются хорошо и быстро, команды сопровождаются приятными системными звуками. Настроить управление можно через приложение, ко всему можно использовать все команды, что удобно. Через бокс также можно совершать команды, а именно через кнопку колесика. Не скажу, что функционал актуален, во всяком случае, как дополнительный вариант управления он хорош. Из команд на борту все так же, как и у наушников. Регулировка громкости, к слову, совершается прокручиванием колесика, а остальные команды нажатиями и зажатием. Удобно, что определенной командой можно отключить управление, чтобы не было ложных срабатываний в кармане или сумке, допустим. Далее, наушники оснащены 11-мм динамическими драйверами и 6-мм микропланарными твиттерами. По кодекам есть поддержка AAC, SBC, LDAC, активное гибридное шумоподавление до 50 дБ с частотным диапазоном до 5000 Гц. Активное шумоподавление имеет 3 уровня силы и адаптивный режим. ANC хорошо настроен, но вакуум в ушах стал значительно заметнее. При этом, на удивление, головокружения я не ощутил. Плюс с ANC в наушниках нет постороннего белого шума. Функция прозрачности также на борту, работает она корректно. Разговаривать с собеседником, не снимая наушники, можно без проблем. Ко всему, что ANC, что функция прозрачности могут работать даже с одним наушником. CMF Buds Pro 2 поддерживает
поддерживают функцию Google Fast Pair и функцию Microsoft Swift. По одному наушники работают, но переподключение с небольшой задержкой. Датчики обнаружения на борту, и работают они отлично. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Полноценный мультипоинт в наличии. Наушники можно подключать одновременно к двум устройствам, что делает их использование более удобным. Также производитель заявляет о том, что данная модель имеет интеграцию с ChatGPT, но в стоке данного функционала нет. Емкость аккумулятора заряда кейса 460 мАч, одного наушника 60 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 30 минут, а наушников от бокса не больше часа. Беспроводной зарядки нет. Отыграли наушники на 75% громкости по коду CoolDAQ без включенного ANC отличные 6 часов. А с боксом данная пара может прослужить до 24 часов. Все, как говорится, зависит от сценария использования. По кодеку AAC время автономной работы самих наушников может достигать 10 часов, что прям круто. 10-минутная подзарядка наушников дает около 2 часов прослушивания музыки в тех же условиях. Далее, водонепроницаемость есть только у наушников стандарта IP55. Разумеется, я окунул их в воду, после чего просушил и проверил на работоспособность. По итогу они заработали в штатном режиме. На звучание, функционал или микрофоны вода никак не повлияла, но при этом я бы не советовал намеренно их подвергать утоплению. Летим дальше. CMF Buds Pro 2 подключаются к приложению Nothing X. В приложении мы видим заряд наушника и бокса, вкладку с 5 предустановленными эквалайзерами, настройку Dirac для более качественного звучания, плюс есть кастомный эквалайзер, но он простенький. При этом хорошо, что на него наушники откликаются корректно. Далее есть настройка управления, переключение между режимами шумоподавления, включение-выключение функции ультрабас, с помощью которой можно увеличить или уменьшить объем баса, используя 5-уровневую систему. Также на стартовой странице можно обнаружить иконку включения-выключения пространственного аудиоэффекта. Данная функция отлично подойдет для просмотра фильмов или для игр, но ничего невероятного в ней нет. Во вкладке с основными настройками находится включение-выключение датчиков обнаружения, режимы низкой задержки, кодек LDAC для высококачественного звучания, мультипоинта. Также можно воспользоваться поиском наушников и определением подходящего размера амбушюр. К слову, мультипоинт и кодек LDAC без проблем работают вместе, но вот с кодеком LDAC недоступна настройка Dirac Apteo. Обновить прошивку в приложении также можно, и мне обновления уже прилетали. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, связь со смартфоном держит стабильно, хорошо, через одну стену и через две стены не отваливаются, да и на улице фризов я не заметил, как и отвалов связи. С включенным игровым режимом задержка на YouTube не ощущается, как и в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны, по моему мнению, слегка лучше отрабатывают, чем в прошлой модели. Buds Pro 2 голос стал передаваться более четко. Перегруз есть, но незначительный. Примеры вы сейчас услышите. Работа микрофонов беспроводных наушников CMF Buds Pro 2 by Nothing. И вот так вас примерно будет слышать собеседник. Хорошо-плохо решать вам, но в целом эти наушники показали себя прям мега круто, нереально по поводу всех фронтов. И в принципе микро тоже очень даже достойны. Напишите, как ваше мнение, понравились ли вам эти наушники, хотя бы внешне и по функционалу. Буду вам премного благодарен. Но помним, что в любом просто смартфоне дороже $50 микрофоны будут лучше. Звучание. Если говорить о предустановках звука, лично мне они понравились. Но стоковый звук по коду CoolDAQ без функции ультрабас мне больше импонирует. Запас громкости отличный, мне было достаточно около 65% громкости для комфортного прослушивания на улице без ANC. Бас плотный и глубокий, без лишнего акцента. Середина проработана отлично, высокие звучат приятно и выразительно, звучание хорошо сбалансировано, инструментал различим и сцена довольно широкая, как для ТВС наушников. Мне звучание в данный
модели очень понравилось. Также отмечу, что оно более качественное, чем в прошлых моделях, но и у них неплохое звучание. Подойдет Buds Pro 2 для повседневного использования, тренировок, прогулок, работы и не только. А что касается возможности работы с различными жанрами музыки, то данная пара показала себя хорошо. С современной музыкой справляются они отлично. Из минусов. Хотелось бы полноценный кастомный эквалайзер в приложении. Нет беспроводной зарядки. Кнопка колесика на боксе изредка плохо нажимается. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там всегда много полезного. И не только скидки, но и про особенности таможни, получения посылок и всего остального. Резюмирую. Беспроводные наушники CMF Buds Pro 2 by Nothing. Еще одна модель этой компании, которая не перестает удивлять. И в этот раз я в полном восторге от модели, так как за свою стоимость они получились очень даже крутыми и достойными. Поэтому от меня девайсу однозначное да. Разумеется, только на распродажах. Смотрите ТГ скидок. Спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.